Я получила заключение специалистов о том, что у меня расстройство аутистического спектра в 29 лет уже 3 года назад. На тот момент я об аутизме, как оказалось, знала абсолютно ничего, и мне предстояло погрузиться в этот мир, который позволил мне открыть себя заново. Мои представления об аутизме тогда совершенно не совпадали с тем, чем это оказалось на самом деле. И узнать это было одновременно каким-то разрывом шаблонов и также невероятным облегчением. И, в общем-то, я хотела бы поделиться своими мыслями по поводу того, зачем нам вообще этот диагноз, если мы дожили до своих лет, не зная о нем, что нам с ним делать и как мы можем себе помочь сейчас. Для начала хотела бы отметить некоторые основные моменты, особенно для новых зрителей. Расстройство аутистического спектра, по последним данным США, встречается у 1 из 36 человек. Аутизм — это спектр, и каждый человек с аутизмом может иметь свой уникальный набор черт, и единственными диагностическими критериями являются дефициты в области социализации и коммуникации, а также стереотипии или зацикленности на каких-то действиях, интересах или движениях. До сих пор существует устаревшее и не совсем корректное деление на высокофункциональных аутистов и низкофункциональных аутистов. Сейчас мир старается уйти от этих понятий и заменяет их такими понятиями, как low support needs и high support needs, или если на русском, то аутичные с необходимостью в высоком уровне поддержки или низком уровне поддержки, что гораздо корректнее и никого не унижает и не обесценивает. В том числе потому, что спектр — это не линия, где в одном конце все очень плохо, в другом конце все очень хорошо. Спектр — это круг, где ты можешь оказаться в любом месте этого круга. Кстати, еще недавно существовал диагноз синдрома Аспергера для людей без нарушений умственного развития и с необходимостью в низком уровне поддержки, но в нынешней классификации этого диагноза больше нету, и он перекочевал под общее расстройство аутистического спектра. Что, собственно, дает диагноз и что он может поменять, если ты узнал о нем в свои 30, 50, 70 лет? И лично мой ответ: одновременно поменяется все и одновременно не поменяется ничего. Когда узнала я, мне казалось, что мир перевернулся в хорошем смысле, ничто не будет прежним. Это стало моей гиперфиксацией, я изучала все, что только могла, читала книги, смотрела других людей, которые делились своим опытом. Я просто очень сильно погрузилась в эту тему, и было нереально интересно открывать себя, смотреть на себя и свою жизнь через новую призму, когда абсолютно все в твоей жизни начало обретать смысл. И я об этом опыте сняла видео на своем первом англоязычном канале, я оставлю ссылку на экране. И это до сих пор мое любимое видео, пожалуй. Так вот, как бы внешне ничего не меняется, но нужно понимать, что аутичные люди за свою жизнь сталкиваются с огромным количеством препятствий и непонимания. Все-таки коммуникация с другими людьми — это неотъемлемая часть человеческой жизни, и избежать ее практически невозможно. И это именно то, что для нас является самым сложным и непонятным. Да, многие из нас с детства научились маскировать свои черты и изучили разные паттерны поведения. И многие со стороны могут не догадываться о нашей проблеме, хотя наша ли это проблема — это тоже отдельная тема, но сейчас не об этом. Я хочу сказать, что по моим наблюдениям и моему собственному опыту, подавляющее большинство аутичных людей, узнавших об этом во взрослом возрасте, говорят одно и то же. Для нас просто один факт осознания этого оказался невероятным облегчением. И я постараюсь объяснить со своей перспективы, почему это ощущается настолько ярко. Как помочь себе? И это комплексный подход, и для каждого он будет свой. Универсальных решений нет. Если коротко, то для меня это было в первую очередь нормализация моего опыта, взгляд на свою жизнь через новую призму, переосмысление жизни и опыта, и подхода к своей жизни. Все это в основном психологическая работа, работа со знаниями, восприятием, самооценкой
и открытием себя заново. Вторая часть прикладная — это разложить все по полочкам, найти свои сильные и слабые стороны и понять, действительно ли эти стороны слабые и мешают ли они вам или неудобно только окружающим. И стоит ли вообще эти аспекты трогать? Конечно же, понять, какие ваши сильные стороны и использовать их. Посвятить в это хотя бы самых близких людей, понять, от чего у вас происходят перегрузки и как можно их минимизировать или избежать. Убрать из своей жизни лишний маскинг, не игнорировать свои стиминговые реакции и не стараться управлять своими специальными интересами или гиперфиксациями и позволить им жить. Если мне становится плохо в компании людей, то я ухожу в другую тихую комнату, использую шумоподавляющие наушники, понимаю важность привычности, рутины и комфорта в моей жизни. Хотела бы донести до людей, что звонить мне можно только если вы при смерти или хотите сказать что-то срочное и важное, и что иногда я не могу смотреть в глаза и теряю нить разговора, потому что отвлеклась на какую-то свою мысль. И думаю, что можно начать с первого пункта, который я бы назвала нормализацией опыта. Всю свою жизнь я, да и другие тоже, смотрели на меня с точки зрения нейротипичного человека. И все это время, как бы я ни старалась, я понимала, что что-то не так, и я не вписываюсь, меня не принимают. И я не справляюсь с тем, с чем с легкостью справляются другие. И, конечно же, я чувствовала себя сломанным нейротипичным человеком. И когда люди узнают об аутизме, они понимают, что такой взгляд на себя был в корне неверным. Ты вдруг узнаешь, что существуют люди, у которых развитие мозга и нервной системы происходит иначе, с рождения, и что таких людей много, и это нормально. И вдруг ты становишься для себя не уродом, а нормальным аутичным человеком. Твой опыт вдруг обретает логическое объяснение, и, наконец-то, ты позволяешь себе просто быть, и происходит принятие. Без всех этих самогноблений о том, что я стараюсь недостаточно, ты понимаешь, что ты старался достаточно, ровно столько, сколько ты мог стараться, сколько было в твоих силах. Приходит понимание, что через подобный опыт проходит нереальное количество людей, и современный мир позволяет создавать группы поддержки в интернете и обмениваться нам своим опытом. Второй пункт — ключ к самопониманию. Ярлыки любят демонизировать, но я убеждена, что это вообще не тот случай. Я не встречала ни одного аутичного человека, который получил бы диагноз во взрослом возрасте, и его это как-то расстроило. В первую очередь, потому что это не получение какого-то диагноза к новоиспеченной проблеме, которой у тебя до этого не было. Это как получение инструкции ко всей твоей жизни, в которой ты был всегда, и наконец-то нашел взаимосвязь между множеством, казалось бы, даже не связанных вещей. Жизнь и ты сам как будто обретают какую-то целостность. А я сама бы это описала еще как кухню. Представьте, что у вас нету кухни, и вся посуда, еда, крупы хаотично валяются по квартире, и вдруг в один момент у вас появляется кухня, и все встает на свои места. У тебя для всего появляется особое место и функциональная плита, на которой ты можешь готовить полезную домашнюю пищу, а не питаться фастфудом и покупной едой, и качество твоей жизни резко улучшается. Мой диагноз — это моя кухня, где теперь у меня есть контроль и упорядоченность, где я могу предугадать развитие событий в той или иной ситуации, понимать свои сильные и слабые стороны, понимать свой функционал, если хотите, использовать сильные стороны и не биться впустую об лед там, где я ничего не могу сделать. Если уйти от поэтично-метафоричного объяснения, то просто тупо разобраться, почему у тебя такие реакции на определенные ситуации, понять, какие у тебя сильные и слабые стороны, и применить все эти знания на практике, и в конце концов объяснить окружающим. Также приходит понимание, почему некоторые вещи для тебя очевидно сложнее, чем для окружающих.
Да, это все не происходит по щелчку пальцев, это не волшебная таблетка, которая решит все твои проблемы. Это долгая и постепенная работа длиною в жизнь, но теперь зато она имеет конкретный вектор. Или, если хотите, у вас теперь всегда есть карта, к которой вы можете обратиться. Третий пункт — неверные диагнозы и лечение. Аутичные люди часто страдают депрессивными и тревожными расстройствами из-за буллинга, из-за эмоциональных и сенсорных перегрузок, из-за постоянного маскинга. Но за всем этим врачи часто упускают аутизм, в результате чего происходит лечение симптомов, но к корню проблемы мы как будто бы не подбираемся. Очень часты случаи лишения себя жизни аутичными людьми, потому что они просто не видят выхода из своей ситуации. Даже обращаясь за помощью к врачам, нам часто ставят неверные диагнозы, такие как обсессивно-компульсивное расстройство или биполярное расстройство, и начинается лечение этих расстройств, но для аутичного человека это может быть либо в лучшем случае бесполезным времяпрепровождением, либо даже вредящим. Но, к счастью, сейчас эта ситуация меняется, и осведомленность людей и врачей повышается. Четвертый пункт — сенсорные чувствительности, их распознавание и решение. Например, можно использовать шумоподавляющие наушники, если у вас чувствительность к каким-то звукам. Вы можете максимально стараться избегать ситуаций, которые вызывают у вас перегрузку, или хотя бы определить, что вас успокаивает, чтобы использовать это в моменты перегрузки и делать какие-то сложные ситуации хотя бы немного проще. Есть всякие стиминговые штуки, которые аутичные люди часто используют на публике как замена чего-то более социально приемлемого. Я для себя ничего подходящего пока не нашла, они скорее меня раздражают, поэтому по-прежнему страдает моя кожа, что очень жаль, хотя я почти смирилась, я просто понимаю, что без этого я, скорее всего, взорвусь. Пятый пункт. Что делать сразу, как ты узнал о диагнозе? Проанализировать жизнь, почитать книги, разложить все по полочкам, чтобы потом быть способным помочь себе. Если есть проблемы с исполнительными функциями, с сенсорными, эмоциональными перегрузками, когнитивными функциями, то найти способ, который будет работать именно для вас, чтобы облегчить эти состояния. Я уже запуталась в пунктах, но пускай это будет шестой пункт. Рассказать близким и друзьям. Очень полезно рассказать своим близким или друзьям о том, что вы узнали, что именно для вас является сложным или неприятным. Это облегчит жизнь и вам, и им. Например, можно сказать, что вам бывает сложно смотреть в глаза или выражать эмоции во время разговора, или что иногда вы можете потерять нить разговора и пропустить половину сказанного не потому, что вам неинтересно, а потому что вам в тот момент было действительно сложно сконцентрироваться, и вы на что-то отвлеклись. Или что, например, звонки для вас очень сложны, и вы предпочитаете переписываться. Я думаю, что адекватные люди вас поймут и поддержат, и это сделает вашу жизнь немного легче, а вашим близким будет проще вас понять. Седьмой пункт — не игнорировать свои специальные интересы или гиперфиксации. Это очень важный для меня пункт, потому что в какой-то момент я начала подавлять свои интересы во имя одного великого дела, которое я считала, что я должна делать и вершить в своей жизни, потому что как будто бы распыляться на несколько разных дел — это плохо, и нужно посвятить себя только одному делу за свою жизнь. Ты как будто должен выбрать одно направление в жизни и расти в нем, пока не умрешь. И когда мой интерес переключился с этого направления, и у меня появилась новая гиперфиксация, я изо всех сил пыталась ее игнорировать и спрятать куда-то далеко, где я не буду этого видеть. Что в итоге слило меня на дно. И не делайте так. Самое ужасное, что вы можете сделать, это не поощрять свой специальный интерес и свою гиперфиксацию. Для аутичных людей это очень важно, так же как стиминг. Это один из главных способов саморегуляции для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы отвлекаться от каких-то сенсорных, эмоциональных перегрузок и так далее. Восьмой пункт — уходить от маскинга там, где это возможно. Маскировка — это способ аутичных людей влиться в общество, но
Он требует немалых затрат энергии, что является одной из основных причин низкого запаса энергии у аутичных людей и постоянного чувства усталости. Я думаю, что практически для каждого человека будет знакомо ощущение ношения маски в общественных местах, но для аутичных людей это все происходит гораздо более выраженно. Чаще всего мы вынуждены это делать даже с близкими людьми и друзьями, и часто мы теряем как будто бы себя под всем этим маскингом. Этот камуфляж как будто бы прилипает к нашей коже с детства, и мы уже не понимаем, где начинаемся мы сами. И процесс избавления от маскировки тоже очень интересный. Ты начинаешь больше обращать внимание на то, где ты подавляешь какие-то свои естественные реакции, где заставляешь делать себя то, что тебе неприятно или тяжело делать и так далее. Интересно, что самая популярная сейчас терапия, АБА-терапия, заставляет детей терпеть через боль, звуки, какие-то ощущения, заставляет смотреть в глаза, притворяться и всеми силами делать этих детей удобными для окружающего мира. В общем, это какая-то дичь. Может быть, знание диагноза не изменит вашу жизнь, но точно сделает ее чуточку легче, а это уже что-то. Большой шанс, что самопонимание приведет к принятию себя и что, как следствие, повысит вашу самооценку со дна хотя бы немножечко выше. Если вы не могли объяснить какие-то вещи в своем поведении, привычках и реакциях с точки зрения нейротипичных людей, то сейчас, скорее всего, у вас появится ответ. Со временем, разобравшись, разложив все по полочкам, поняв, какие у вас есть сложности, вы сможете справиться с ними чуть эффективнее, зная их в лицо и по имени. Или вообще поймете, что с какими-то вещами вовсе не нужно справляться, и конкретно вам они не причиняют никакого вреда, а вот борьба с ними причиняет вред только вам. Еще мне кажется, что очень важно проливать свет на аутизм в обществе, потому что у очень большого количества людей аутичных проблемы с устройством и удержанием на работе, потому что в обществе ничего не знают об аутизме, и все хотят общительных, социально активных, экстравертных людей, хотя для аутичных людей это чаще всего невозможная задача, даже несмотря на то, что они могут являться очень хорошими специалистами в своей области, их как будто бы просто отсеивают. Хотя, будь в обществе понимания, все было бы гораздо проще. Поэтому говорить об этом знакомым, возможно, даже в некоторых случаях работодателям, делиться своим опытом в долгосрочной перспективе, это все имеет большой смысл. И все эти «зачем тебе диагноз, он все равно ничего не изменит», ну, можно хотя бы попробовать. И, пожалуй, на этом я закончу свои размышления. Я надеюсь, что было интересно. С моего прошлого видео прошло уже более 2 месяцев. Да, я знаю, это было долго. И также это потому, что я убирала из своей жизни антидепрессанты и очень боялась, что неудачный опыт полгода назад повторится. Поэтому я очень аккуратно подошла к этому процессу, и все прошло хорошо. Так что да, я пропала на какое-то время, хотя меня по-прежнему очень много в Инстаграме. Спасибо огромное всем вам за поддержку. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Для меня это очень важно, и для существования этого канала это тоже очень важно. Я надеюсь, что это видео каким-то образом оказалось для вас полезным, и я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока.